Всех приветствую, прошу внимания, на связи Генерал Алекс, и сегодня я представляю вам обзор поединков, которые проходили на этой неделе. Экскал и Team Step будут сражаться в рамках поединка стелс против танка на карте Drelem Desert. Сможет ли задавить Team Step Экскала большой армией, смотрите далее. Маракар будет противостоять действующему чемпиону мира на карте Yota Nation Arena. Мы увидим достаточно интересный Air Mirror. Бойко и Шей на карте Imminent Victory в рамках челленджа до 6 побед. Достаточно жаркое противостояние пехотного генерала против стандартного китайца. Первая игра будет проходить на карте Drelem Desert. На нижней позиции Team Step начинает за танкового генерала Квая, а на верхней позиции Экскал будет противостоять за стелс генерала Гла принца Кассада. В процессе просмотра попрошу вас написать комментарий, поставить лайк, а те, кто не подписался, обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик. Итак, турнир стелс против танка продолжается. Данная игра проходила в рамках полуфинала до 7 побед. Призовой фонд турнира $235. Второй полуфинал будет между Маракаром и Логикой. Интересно, кто же будет в финале. Большой вопрос. Все бойцы достойны, но победитель будет только один. Ну а мы приступим смотреть. Давайте посмотрим же, что же у нас по билдам. Есть два сапплая, есть военный завод, ставятся норки, есть казарма, есть подрывнички, которые будут контролировать саппалтраки. Как раз таки уже один пошел от Team Step на базу к Экскалу. Посмотрим, как Экскал сейчас будет своими подрывниками распоряжаться. Почти готово. Нора идет, я так понимаю, Team Step по направлению к сапплаю, но подойти туда проблематично, потому что есть подрывники, есть норка, и, соответственно, подъехать будет уже не вариант. Все это дело будет уничтожаться. Справа интересная норочка здесь от Экскала, как раз рядом с башней. Можно ракетчиков посадить. Хорошая будет опорная такая позиция. В будущем, естественно, можно занимать, ставить свой ресурсный центр, так как здесь справа как раз таки есть коробочки слева, есть несколько вышек на карте. Так что экономикой будут бойцы не обделены. Поехал дракон. Поехал дракон вперед от Team Step. Впереди ракетчики и две технички. Но я думаю, что один ракетчик будет потерян. А все-таки нет, убегает. Но все же сгорел. Практически дракон уже уничтожен. С помощью технички Экскал этим занимается. Уничтожает Team Step дракон. Вышел рейнджер. Рейнджер уже каленый, получал от пламени дракона. Я так понимаю, что в будущем будет Экскал пробовать занимать вышки. Кстати, слева у него стоит рабочий. Я думаю, что будет здесь нора. Есть еще один каркас норки. Поближе к вышке Team Step есть гатлинг, который гоняет сейчас техничку. Еще один гатлинг пошел направо. Здесь ставится норка. Я думаю, что Team Step сможет ее отменить, если законтрит этот момент. И поехала течь вперед сейчас к Team Step на базу. По идее, у Team Step сейчас уже, да, есть здесь ресурсный центр. Есть пост, подрывники. Но, в принципе, тут даже непонятно, во вред кому этот подрыв. Там и собственных ракетчиков перебил. Забрал, кстати, саппалтрак. Но, в принципе, пост был вскрыт. Ракетчиков можно было бы, конечно, в башню посадить. Но этого сделать не удалось. Так как, в принципе, собственные же подрывники ракетчиков-то Гла и убили. Но, в принципе, хоть что-то. То есть, минус пост, минус саппалтрак. Уже какие-то юниты сейчас Экскал у Team Step-то забрал. За ресурсный центр есть слева. Получается, что сейчас танкист работает в 4 ресурсных центра. Я слышу захват. Это захват от Гла. Захватывается вышка. Тут тем временем Гатлинг катается и получает и от технички, и от квадов. Угонщик побежал. Побежал угонщик. Здесь на пути военный завод. Я так полагаю, что хочет Экскал себе своровать дракон. Тут тем временем Гатлинг работает, раскручивается заранее. Дозер захотел Экскал. Экскал захотел себе забрать дозер. Ищем каркас. Вот он, каркас электростанции. Сейчас Гла будет спамить намного быстрее, благодаря как раз таки этой самой электростанции. Дозер пытается уйти. Его догоняет Гатлинг плюс дракон. Там на пути норка и ставится ресурсный центр от Экскала. Это третий по счету. Дракон тем временем работает по вышке.
Дозер, слушайте, почти ушел. Чуть-чуть ему буквально не хватило. Вышка сжигается, работает гатлинг по норе, но норка должна гатлинг отменять. Тем временем Экскал предпринимает попытку атаки с правого фланга. Отстраивает еще больше нор, но есть дракон. Убертеч с 3 лычками, кстати говоря, катается. А вот здесь норка была все-таки отменена. Был отменен, скорее всего, с помощью гатла рабочий. И, соответственно, уже Экскал каркас оставлять здесь не стал. Высаживается пехота. Будет, я думаю, что домик сейчас Экскал себе здесь занимать. Тем временем идет дракон. Идет дракон и почти дошел, кстати говоря, до ресурсного центра. Начинает разжигать стену огня, но нора должна справляться. Остается здесь только один гатлинг. Ну и гатлинг с помощью убертечи здесь будет отлетать. Убертеч с 3 лычками, поэтому ей не составит труда с этим гатлингом побороться. А тем временем справа, слушайте, идет дракон, 2 поста. Уничтожается сапплай здесь. Пытается Экскал противостоять тимстепу. Удается один пост вскрыть. Остались ракетчики. Тем временем квад отлетает. Выходит убертеч. И настреливает по дракону. Дракон минус. Остался только пост. Пост в стелсе. Прострелил Экскал через Ctrl. Скорее всего, и пост также уничтожается. Светить здесь не удалось. Разведки, естественно, уже сейчас у тимстепа-то не будет. Тем временем справа, слушайте, 4 туда гатлинга, плюс каленый дракон. Отменили здесь домик, там была пехота. И стоит мотик, скорее всего, будет сейчас слазить ребель. Есть захват, изученный у Экскала, и будет просто захватываться вышка. Убертеч работает, здесь должен был быть бункер, но украли дозер. Я думаю, что тимстеп сам этот бункер отменил, а не убертеч отменила этот каркас. Бегает ракетчик. Ракетчик, я так понимаю, хочет подойти близко к саппалтракам, попробовать хотя бы один забрать. С домика пытается здесь тимстеп настреливать, но это будет все очень долго. Выходит, кстати, ЕЦМ танка. Можно попробовать просто ракетчика передавить. В итоге получается, что настреливает все-таки Экскал. Да, по саппалтракам. И неужели все-таки с помощью этой башни этот ракетчик будет отменен или передавит? Еще и собственными, слушайте, собственным огнем сейчас тимстеп саппалтрак пробивает, но саппалтрак остается жить. Правда, очень и очень каленый. Может быть, даже есть смысл попробовать его как-то починить. Если мне память не изменяет, можно в военный завод саппалтрак сюда загнать, и он будет восстанавливаться. Батлбас. Появляется от Экскала Батлбас. Минус ЕЦМ танк, пробивается саппалтраки. Естественно, они сразу же уходят в минус, и пробивается ресурсный центр. Нужно что-то предпринимать сейчас. Тимстепу как-то противостоять этому батлбасу. А Тимстеп занимается тем, что сейчас на правом фланге огромной армии идет в атаку. Так, тем временем вышел дракон. Но возвращается батлбас назад. Нужно, естественно, как-то сдерживать атаку сейчас от танка. Посмотрим, получится ли Экскалу сдержать такого мощного танкиста. Большой вопрос. Сжигается стена огня сейчас. Драконы работают. Убертеч пытается подойти, но тяжеловато. Очень плотный такой огонь сейчас от танкиста. Башня падает, но под нору не попадает. Нора будет отстраиваться. Выходит квадами Экскал, но вышел, я бы не сказал, что удачно. Слишком плотно друг к другу стоят эти юниты. Соответственно, сплэш урон получают. Батлбас тем временем настреливает по гатлингу. Батлбас, похоже, что перевернутый. Ну и наполучал все-таки тимстеп. Здесь еще и убертеч каталась. Помогала, скорее всего, но ушла пока что на базу. Будет пробивать опять саппалтраки. Пытается Экскал какими-то такими минимальными, что ли, юнитами совершать какие-то вылазки и пробовать пробивать экономику своему сопернику. Тем временем, слушайте, а вышку все-таки себе Экскал-то здесь захватил. И слева у него здесь вышка есть. То есть есть такое какое-то экономическое нефтяное подспорье, что ли, сейчас у Экскала. Да, стелс как бы есть. Есть у него все-таки экономика. 2 сапплая у него качают. Есть 2 вышки. В принципе, неплохо, но был-то в центре еще. В центре ведь еще качал. Здесь качал и здесь качал. Но в итоге все это отменено. Тимстеп идет вперед. Начинает работать здесь по квадам. Есть батлбас у Экскала. Он пробивает сейчас по мини-пачке, наверное, по оставшейся армии уже Тимстепа. И, в принципе, Тимстеп даже и получает сейчас. Забрал у него сейчас Экскал 3 батлмастера. И Тимстеп тем временем отступает. Идет танк-дракон вперед, но есть батлбас, он перевернутый, но ракетчики должны настреливать. Ракетчиков, причем достаточное количество. Наверное, зря сейчас танк-дракон пытался зажечь именно батлбас. Надо было, наверное, все-таки рабочего отменять, чтобы нора не так быстро, по крайней мере, достроилась. И появляется 3-й ранг, есть командный центр у Тимстепа, и он отправляет свой арт-удар сейчас на базу к Экскалу. Возможно, будет выбивать
электростанцию. Это было бы очень удачно, на самом деле, хорошим таким решением, но он решил выбить военный завод. Временно, правда, но выбить. Кстати, а сколько ли у Экскала сейчас заводов? А завод у него, кстати говоря, один есть. Дворец. Ну, раз есть Батлбас, то, соответственно, есть и дворец. Куча рабочих здесь, кстати говоря, прибежала. Возможно, отсюда. Да, все верно, коробки кончились. Саплай распродал и привел рабочих сюда, в центр. Видимо, хотел здесь ресурсный центр ставить, но не выходит, потому что здесь есть пачка от танкиста. И Тимстеп идет вперед, уже добрался до казармы. Минус подрывник, казарма будет минусована, скорее всего, есть дракон, он добьет. Тем временем есть ответные юниты от стелса. Пробивается Батлмастер, Батлмастер минус, но квады не помеха такой армии. И, естественно, все юниты Экскал закрываются, ну разве что кроме Батлбас. Батлбас отступает. Тем временем ракетчики слева идут к казарме. Идут к казарме танка и будут ее потихонечку здесь пробивать. Нужно контролировать этот момент. Перестраивается казарма тем временем от ГЛА. Здесь куча рабочих, и, наверное, стоит уже как-то пробовать отправлять их на установку ресурсного центра. Но тут есть дежурные танки, которые не будут давать это сделать. Тимстеп пробирается все ближе. Все ближе к стелсу. Пробивается Норы. Батлбас один перевернутый. Кстати, слева также перевернули Батлбас. Есть Убертеч, но вряд ли Убертеч потянет такую огромную армию на самом деле. Огромная, конечно, это слишком, наверное, грубо сказано. Армия не такая уж и большая, но огневой мощи ее вполне хватает, чтобы громить стелса сейчас. Пробивается еще одна нора, Батлбас еще один заезжает, кстати говоря, в тыл сейчас этой пачки. Плюс есть Убертеч, и похоже, что Экскал все-таки отобьется. И посмотрите, какие саплаи. Просто рядом Тимстеп сейчас ставит свой ресурсный центр. Батлбас, кстати, перевернули. Ракетчики уходят в норку. Но вот это, наверное, какая-то наглость, что ли, сейчас. Саплтрак тем временем выходит и передавливает рабочего, передавливает ракетчика. Еще один рабочий в минус. Дозер был потерян сейчас. И я думаю, что Саплтрак, да, все верно, Саплтрак также закрывается. И вновь Экскал добывает вот здесь справа. Ранее был саплай потерян. Но снова возвращается добыча. Рабочие побежали. Я думаю, что вот на эти коробки уже ресурсные ставить. И, кстати говоря, появилась ведь ядерная ракета аж целых 4 минуты назад. Появилась ядерка, она вот стоит. Осталась буквально минутка до запуска. И скоро, точнее, Экскал может пострадать. Так, мины под военный завод. Военный завод на том же месте был отстроен. И 3 Батлбаса. Как я понял, один пока без ракетчиков, но то ли еще будет. Лотос. Стоит Лотос, пока просто ничего не делает. Замораживается с помощью ЕЦМ танка Батлбас и уничтожается. Вновь армия идет от танкиста вперед и летит токсобомба. И неужели эта токсобомба просто для того, чтобы Лотос здесь уничтожить? Вот это вот большой вопрос, кстати говоря. И идет Тимстеп вперед. Пробивает ракетчиков на пути Норка, на пути ресурсный центр. И неужели Экскал, да, распродается, все-таки теряет этот ресурсный. Но ведь есть же батлбассы. Может быть, стоило попробовать как-то противостоять этой армии. Но Экскал этого не делает, просто распродается. Рабочие возвращаются обратно на базу. Здесь тем временем токсиновое поле, скажем так. Подъехать сюда пока не вариант танку. И устанавливается уже ресурсный центр от Тимстепа. Как раз таки здесь слева, куда пытался Экскал поставить. В итоге распродал его. Ну и направо тем временем идет Тимстеп. Пробивает Нору, пробивает ресурсный. Ресурсный, я думаю, что будет потерян. Мне кажется, Экскалу уже давно надо было просто его распродать. Ставится казарма. Вопрос для чего? Возможно, будет бункер здесь стоять на защите. Такое будет опорный квадрат такой, что ли, будет здесь для танкиста. А тем временем Экскал пришел 3 квадами. Квады в стелсе пришли сюда на базу к Тимстепу. Но здесь ресурсный центр 100% был распродан. Слева уже добывать нечего, в принципе, тоже можно продавать. И квады идут вперед. Ну, там есть юниты. В принципе, квады будут эти потеряны, я думаю. Минус 1 квад, тем более, уже есть. А второй заберет ли? Ну, нет, пока уходит. Ну, посты все видят. Посты все палят. Тем временем опять атака, слушайте, справа. И запускается ядерная ракета. И куда-то она непонятна. Ну, ракетчиков хотя бы забрал. Батлбасы были потеряны ранее. В принципе, Тимстеп здесь очень сильно, на мой взгляд, наполучал, но отбился. Ресурсный центр за ним. Здесь Батлбас появляется и просто пробивает все-таки ресурсный центр сейчас Тимстепу. Справа ресурсный поставил и запускается вновь арт-удар. Открывается скрытая атака под вышку, где вышку себе Тимстеп захватил, и это очень даже хорошо. Вторичная экономика-то ведь у танка дорогая.
экономики на карте становится все меньше, но ведь есть вышка. Вот есть вышка сейчас в активе. У танкиста это уже для тимстепа сейчас хорошо. Тем временем через арт-удар закрывается электростанция. И спам у Клашника, естественно, опять возвращается к истокам. Тем временем, посмотрите, все-таки проворный квад, скажем так, подъехал к ресурсному центру танкиста и убил ему саполтраки. Добывать-то, понятное дело, здесь не так много осталось, но тем не менее, это проблема. Можно было еще 2250 добывать. Но пока этого не получается, потому что стоит квад, который саполтраки уничтожает. Экскал, кстати говоря, проснулся и просто бьет саплай. Неужели сейчас тимстеп его потеряет? Ну как же так? Тем временем басы. Тем временем басы пришли на базу к тимстепу, а сам тимстеп занимается тем, что пробивает базу Экскала. Вопрос, кто кому сейчас больше-то урона нанесет? Ну вот мы видим уже потерю военного завода сейчас. Военный завод минус. Саплай также был потерян. Слушайте, на пути пропаганда, электростанция, еще один завод, ядерка. Саплай уже можно, в принципе, продавать. Тимстеп качает с центра. И армия его наступает. Уже достаточно близко подошел к командному центру и военному заводу сейчас танкист. Но басы, посмотрите, что творят. И минус энергия, и минус пропаганда. Саплай, который уже давно надо было продавать. А там и военник, а там и ядерка. Но ядерка сейчас не питается. Энергии-то нет, не питается она энергией. И, соответственно, ее не запустишь. На 4.10 встала. И когда энергию тимстеп восстановит, это тоже большой вопрос. Базы в итоге смещаются направо. Уничтожают казарму. Я думаю, что Саплай также будет отлетать. Саплай справа, возможно, также отлетит. Казарму здесь Экскал перестроил и спамит подрывников. Пытается отбиваться. Военный завод минус. Командный центр пробивается. Слева тем временем дворец, черные рынки. До этого я думаю, что тимстеп еще дойдет. Если, конечно, армию свою не потеряет. И есть ведь вышка еще угла. Вот это тоже очень хорошее такое экономическое преимущество сейчас. Саплай здесь уже практически не добывает, осталось 1350, и на этом экономика, можно сказать, Экскала закончилась. Ну, по крайней мере, в плане ресурсов на карте. Ну, естественно, только что остается в активе угла вышка. И есть несколько черных рынков. По счету их 3, и перестраивается, кстати говоря, командник, который Экскал благополучно потерял. Кстати, есть ведь еще кэш-баунти угла, но... Так как юниты сейчас тимстепу не уничтожаются, то, соответственно, и деньги-то не приносятся с этого кэшбаунти. Бегут подрывники, ракетчики. Вот жалко, что нету гатлинга сейчас в этой пачке, хотя бы одного. Тем временем Батлбас здесь продолжает хозяйничать у тимстепа. Распродается военный завод, остался только один, есть БМы. Они сейчас пойдут, естественно, этот бас добывать. Добивать, точнее. Есть апгрейд на скорострельность, поэтому спокойно, в принципе, все это дело закрывается. И подъехал уже тимстеп, слушайте, тем временем... ко дворцу. Во дворце есть ракетчики, но ракетчиков, по-моему, всего лишь 2. Да, все верно, всего лишь 2 ракетчика. А вот было бы 5, вот вопрос. Победил бы ли тимстеп дворец, если было бы там 5 ракетчиков? Я думаю, что нет. И ковровка. А вот это интересно. Для чего здесь ковровка? Вообще непонятно. Видимо, хотел как-то отступить и пробить дворец, но дворец в итоге был уничтожен ранее, чем запустилась ковровая бомбардировка. Ну, хотя бы минус рабочие, 2 подрывника. Уже что-то. Так, тем временем армия смещается вниз. А Экскал просто повыбивал все позиции танкисту и свои устанавливает. Поставил 2 ресурсных центра, добывает. Очень много ракетчиков сейчас противостоят батлмастерам. Но все-таки тимстеп подбирается и начинает уничтожать позиционку в виде норок. Еще 5 батлмастеров подъезжают под ресурс, но здесь тем временем саполтраки приехали на дальняк просто добывать. Еще и рабочих при этом давят. Дозер тут приехал, смотрите, какой наглый сап. Еще ведь даже не уничтожил до конца позиции стелсу, но уже тимстеп свой саплай здесь устанавливает. Далеко пойдет с такой-то уверенностью. Ой... 2 подрывника, минус 2 БМ, 1 каленый. Так, тут куча рабочих. Рабочие были уничтожены. Ракетчики пришли, минус дозер, саполтрак. До свидания. Я думаю, что и саплай будет минус. Да, все верно. Очень много ракетчиков. Ну и осталось сколько здесь? 1, 2, 3, 4, 5. 5 батлмастеров, 6 справа. Подъезжает здесь опять саполтрак. Да, на дальняк просто ездят добывать. У тимстепа денег становится все меньше. Есть еще ядерная ракета, есть повышение. И вот эта армия, это в принципе, наверное, у тимстепа сейчас и все. Вопрос, что же делать в такой ситуации? Есть, кстати говоря, еще 3 ракетчика. Есть вот еще один батлмастер. Может быть, есть смысл как-то продать ядерную ракету, я не знаю, чтобы какие-то деньги еще были. Арт-удар.
и минус рабочие. Саплай при этом живой, и армию всю свою тимстеп потерял и просто сейчас сдается. Все-таки Экскал удержал свои, скажем так, границы, хотя немало и потерял, сдержал этот натиск и в итоге победил. В итоге Экскал одолел тимстепа со счетом 7-3 и вышел в финал турнира. И теперь ожидает либо Маракара, либо Логику. Ну а мы двигаемся дальше. Второй поединок прошел на карте Йота Nation Arena, и у нас достаточно интересный Air Mirror. На верхней позиции под фиолетовым цветом чемпион мира Экскал. Его оппонент Исаклановец на нижней позиции под бирюзовым цветом Маракар. Напоминаю, друзья, что вы можете поддержать меня материально, вся информация в описании под видео. Итак, компания Йота Nation решила ворваться в мир генералов и проспонсировала турнир. Призовой фонд $400. Специально для данного мероприятия было создано несколько новых карт. В пул также включены 2 новые карты, где вы можете разрушать и изменять окружающую среду. 6 лучших игроков примут участие в турнире. А это Экскал, Маракар, тимстеп, Big Size, Логика и последний, но не по значению, Бойко. Все сеты играются до 7 побед, а победитель будет определен по количеству выигранных сетов. Первые 4 игры это мирроры, которые бойцы определяют сами. Далее выбираются матчапы, которые были предложены в правилах турнира. Итак, Йота Nation Arena. Достаточно интересная, слушайте, карта. Видите, тут Toyota написано. Вообще, если мне память не изменяет, я заходил на сайт вот этой Йота Nation. Там, по-моему, компания занимается подбором автомобилей. Если я прав, действительно, там что-то с машинами было связано. Ну а что касаемо самой карты, то тут очень много вышек на самом деле. Достаточно большое количество ресурсов. Есть нефтепереработки у каждого из бойцов. Ну и сказать хотелось бы, что ресурсов здесь-то предостаточно. Начинает, кстати говоря, уже Раптор летать, отменять захваты. Бойцы уже вовсю этим занимаются. Тем временем отменяется Рейнджер. Захватить, кстати говоря, здесь не удалось. Ну и что же, вот смотрите, получается, что сейчас будут вовсю идти захват. Ну, по сути, игра будет, примерно такая же, как на Oil Rampage, то есть стандартный, не стандартный, а штатная, наверное, какая-то стратегия. Здесь это, естественно, уходить в захваты. И минус дозер, тем временем, Маракар залетает. Там на пути, кстати говоря, еще один залп и минус еще один дозер сейчас чемпиону мира. Тем временем, в принципе, Экскал, смотрите, чем занимается. Он через лазерлок также пробивает строителей своему оппоненту. Что же касаемо вышек, одна вышка у Маракара в активе уже есть. Слева также он себе вышку захватил. Ну а на мейне пока захватить не дают. Залетал Раптор, убил здесь Рейнджера, но по новой захват. Залетают 2 Раптора сейчас уже от Экскала. И минус дозер, и отстроить, естественно, филд не вышло. Пробил плюс еще здесь по электростанции и через ракетчика. Я думаю, что сейчас, да, все верно, электростанцию все-таки сейчас Экскал-то добьет. Ну а с рейнджеры, я думаю, что справятся сейчас с этим ракетчиком. Электростанция будет вновь восстановлена. Захватил еще одну вышку себе сейчас Маракар, и тем временем залетел и пробил по филду. Сейчас сокращается экономика у чемпиона мира. Захватил, кстати, себе Экскал одну вышку. И на этом, слушайте, все, ставится саплай. Причем саплай это был здесь единственный. То есть сейчас только-только возвращается добыча. И на одной вышке Экскал. Только на одной. При этом, при всем, что у Маракара их в активе сейчас аж целых 6, я так понимаю. Да, все верно, 6 вышек сейчас уже у Маракара. Ну, Маракар, он что на Oil Rampage, что здесь уже показывает, да, что я вышки свои себе заберу, еще и твои себе заберу. Залетел, кстати говоря, здесь Команчем, и Команч сбивается с помощью ракетчиков. Тем временем Рапторы продолжают летать. Что в этот раз будет бить Экскал. Пока летел на пути здесь к филду, к электростанции, но залетает пока налево. Там сразу группируются, слушайте, чинуки. Вот почему Экскал не дал залп по филду. Ну, потому что чинуки кругом, пробил, кстати говоря, дозер, не дал филд достроить. И вышка уничтожена была. Тем временем, смотрите, как хотел Маракар еще и здесь себе вышку забрать. Но Экскал на страже. Он так просто вышку-то свою не отдаст. Тем временем еще здесь также у него рейнджер есть. Кстати, рейнджеры у него уже с флешками. Что же касаемо Маракара, у Маракара флешек-то нет. Залетают Рапторы, вновь отмена захвата.
Еще и справа, кстати говоря, себе Маракар вышку тут захватил. Достаточно хорошая экономика сейчас у нижнего Эйра. Посмотрим, получится ли у него с помощью такой экономики как-то уничтожить своего соперника. Поглядим в будущем. Залетают рапторы и минус филд. Уничтожается дозер, но сапплай все-таки успевает он достроить. Ответный раптор здесь залетал от Маракара. Не дал, я так понимаю, опять захватить вышку. Тем временем в центре также вышка Экскалом захватывается. На филд обратно садятся рапторы. Я думаю, будут готовиться к новому залпу. Ставится... Это казарма. Да, ставится еще одна казарма. Ну и на центре мы, я только понимаю, сейчас будем наблюдать просто сражение пехоты. Плюс будут летать рапторы, которые будут просто уничтожать базу друг другу. Вопрос, кто кого быстрее перебьет. Ответ пока еще не ясен. Будем смотреть в будущем. Полетели рапторы. Рапторы направо от Экскала. И вновь пробивается филд. И минус. Минус еще один эйрфилд Маракар. Слушайте, сколько он филдов-то уже потерял? Вот большой вопрос. Я, к сожалению, не посчитал. И ставится военный завод. Вот это интересно. Что хочет сейчас Маракар? Хаммеры, что ли, спамить? Кстати, залетели ответные рапторы сейчас от Маракара. Пробили здесь по филду, я так понимаю, либо пробили по сапплай. Скорее всего, сапплай был уничтожен, и на его месте просто ставится еще один филд. 3 филда сейчас у Экскала против одного? Серьезно? Ну вот, разворачивает Маракар. Один филд всего лишь остался, и пробили ему военный завод. Почти, между прочим, убили, но военный завод пока еще живет. Рапторы у Маракара летают достаточно много, но бить ими сейчас опасно, потому что некуда просто их посадить. Там ведь всего один филд. Два других только-только сейчас готовятся. И пробивается филд Экскала, но филд живет. Маракар возвращается обратно на базу. Тем временем вышел все-таки Хаммер. Уничтожил здесь часть пехоты, высадился, причем, да, своих рейнджеров здесь высадил. Есть уже у Маракара флешки. Но Хаммер при этом был потерян, взяли его на лазерлоке. Ну а ракетчики будут потеряны с помощью рейнджеров. Есть тем более флешки, это все очень быстро, в принципе, делается. Опять пробивается, ой, на этот раз Серч. Минус Серч сейчас Маракару. Отстройка нового. Взлетают вновь рапторы. Перестройка военного завода. Здесь был все-таки потерян. И Спектр Ганшип Экскал раньше добирается до 3-го ранга. Отмена постройки Серча. Здесь есть ракетчики, но я не думаю, что они этот Спектр Ганшип уничтожат. Но Филд, знаете ли, выживает все-таки. Но выживает благодаря дозеру, который его чинил. Филд живет, соответственно, можно рапторам дальше продолжать работать. Ведь их есть куда посадить. Появляются снайперы сейчас у Экскала, которые просто крошат пехоту сейчас Маракару. Ставится еще один ресурсный центр. Нет, экономически, конечно, Маракар себя чувствует очень даже хорошо. Чего не скажешь про Экскала. На самом деле у него и вышек меньше. Здесь ему вышку вообще уничтожили. Но, тем не менее, пробивается филд и уничтожается военный завод. Есть тут, конечно же, Хаммер. Успел Маракар его вывести, но военный завод вновь нужно перестраивать. Ставится еще один филд. Здесь тем временем пехота перестреливается. Рапторы продолжают летать. Маракар по-прежнему добывает здесь слева. Кстати, вышку себе одну Экскал взял. И перехватывает вышку на центре, которая пока за Маракаром. Опять рапторы. Пробивается Хаммер. Пробил здесь еще и по сапплаю, но сапплай выживает. И минус еще один филд сейчас. А в сапплай... Нет, будет пробиваться сейчас дозер. И опять отмена постройки военного завода. Хаммер заезжает от Экскала. Вот так вот. Игра потихоньку, я так понимаю, хочет в Хаммеры все-таки перейти. И Спектр Ганшип, плюс еще и филд с помощью рапторов уничтожается. Спектр Ганшип также раптора уничтожает. Навряд ли он филд убьет. Но просто весь эшелон сейчас рапторов забрал. Хороший Спектр Ганшип от Маракара. Тут снайпер палится с помощью дрона. Заезжает Хаммер, причем без разведки. И через лазерлок просто уничтожается. Опять залетают рапторы от Экскала. Почти филд добил, но неудача. Есть контрмеры против этих ракет. С помощью рапторов, в принципе, все это дело сейчас контролируется. Стратегия держать строй сейчас от Маракара. Он себе, скажем так, такой укрепленные такие постройки сделал, примерно как Галашник, да, который учит апгрейд этот во дворце. По сути, это оборонительная такая, наверное, все же стратегия.
Но посмотрим, поможет ли она Маракару. Вопрос. Тем временем перехватывается вышка справа. Экскал работает в этом плане, у него вышек маловато в активе. Хотел еще и здесь перехватить, но есть снайперы, есть ракетчики, есть рейнджер. Поэтому это очень сделать-то проблемно. Опять тут рапторы встречаются между собой. Хочет, видимо, филд закрыть, и удается. Удается закрыть еще один филд Маракару. Очень много филдов, естественно, в этой игре теряется. И вы знаете, до сих пор Маракар не захватил нефтепереработку. У Экскала есть скидка на юниты. База, конечно, Экскала выглядит намного хуже, чем база Маракара. Залетела, кстати, одиночная А10, хотела пробить электростанцию, но не вышло. Да и как бы позиционно, территориально, что ли, наверное, даже так лучше будет сказать. Если посмотреть на миникарту, то Маракар все-таки как-то получше выглядит. А вот тут, смотрите, как интересно, Хаммер-то встал, да? Снайпер стоит прям вот он, вот прям вот перед самым капотом. Но, тем не менее, нет дрона, соответственно, нет разведки и не видно снайпера. При этом залетал Спектр Ганшип, уничтожил еще один филд Маракару. Так, темно, филд разворачивается, есть у него еще один. Слева ставится также филд и военный завод вновь. Тем временем здесь едет Хаммер, и, естественно, все эти каркасы нужно сразу же отменять, потому что буквально одна тычка и потеря кучи денег. Хаммер заезжать пытается, естественно, под филд, но очень много ракетчиков, и сразу же этот Хаммер контролируется. Еще один Хаммер едет. Вопрос, может быть, в этот раз получится под филд заехать, но вряд ли. Опять же, очень много ракетчиков. Лазерлоки, рапторы даже не собираются стрелять. Ну вот этот Хаммер забрали. Уже нормально. Хоть как-то эти рапторы себя отрабатывают, и минус военный завод. Слушайте, Экскал в военный завод пошел, у него нет ни одного филда. Он собирается одними Хаммерами воевать. Ну, странная достаточно такая стратегия, на мой взгляд. Ну, посмотрим. А тут тем временем также интересный момент. Командный центр. Есть один командник, и ставится еще один. Это мисклик или это какая-то... не знаю, такая попытка, что ли, ну, на будущее как-то, о будущем заботится Маракар. Мало ли, вдруг ему убьют командник, останется без повышений, что ли? Ну, два командных центра, я такого еще не видел, на самом деле, чтобы вот так вот делали, но... Тем не менее, и смотрите-ка, да, вот сколько Хаммеров выехало сейчас от Экскала, и все они были подчистую уничтожены сейчас с помощью рапторов. Маракар все видит. У Маракара очень хорошая экономика, у Маракара очень много филдов, у него есть также и военный завод, у него есть все на самом деле, вторичка у него также имеется. Здесь даже микроволновый танк, слушайте, Маракар юзает, вот это да. Эта игра прямо на действительно какая-то... интересная. И какие-то здесь и в Хаммеры уходит Экскал против рапторов воевать. Микроволновый танк использует Маракар. Ой, ну вот просто посмотрите, да, как это все отлетает. Как это все отлетает. Просто вот буквально залетел эшелон, и все, и минус раптор. Ой, минус Хаммеры. Спектр Ганшип пробивает военный завод. Ну, военный завод, конечно же, отлетит. Это 100%. Тут даже его чинить-то нечем. Дозер вообще ушел куда-то. Военный завод уже один потерял. Экскал, ну, работает Хаммерами, работает по пехоте, да, отлично, замечательно. Но сейчас просто взлетит. Взлетит Маракар, он уже взлетел. И здравствуйте, просто здравствуйте. Такой огромной армией рапторов. Ну, куда Хаммерами-то воевать? Я вообще не понимаю, что творит на самом деле Экскал. Но он, слушайте, он себе слева взял две вышки. Справа взял вышку и еще одну вышку перехватывает. И тем временем летит топливная бомба. И летит она по направлению к филду, я так понимаю. Плюс еще и здесь Спектр Ганшип бьет филд. Ну, топливная бомба навряд ли убьет филд. Но один раптор хотя бы забрала. И минус электростанция. Очень много пехоты сейчас от Маракара. Будут пробовать, я так понимаю, военный завод закрывать. Это получается... Сколько военных заводов сейчас? Ну, 2 военных завода сейчас у Экскала. Ну, я не знаю даже, на что он надеется. Вновь, это топливная бомба у Маракара? Или это что? Так, тут сброс десанта. Да, это топливная бомба, слушайте, и на военный завод. И до свидания. До свидания, военник. Чемпион мира, конечно, сейчас, на мой взгляд, просто проигрывает. Просто проигрывает. Военный завод, я так понимаю, все-таки закрывается. Рапторы помогают. Рейнджеры били. В итоге рапторы прилетели, и просто все это дело закрывается. Так, здесь была перестрелка рейнджеров. Один тут каленый остался. Просто будет, я так понимаю, здесь оставаться разведывать настолько, насколько Экскал позволит. Одиночная А10 и минус электростанция. Так, опять Хаммеры.
Здесь рапторы летают, просто бьют вышки. Просто Маракар сейчас эти вышки уже уничтожает. Самому ему также вышки поуничтожали. У него одна осталась в активе. У Экскала вообще вышек нет, есть одна. Одна вышка у него осталась, но буквально взлетают рапторы. И просто эта вышка уничтожается. Экономика-то заканчивается. Экономика-то все. А ну вот еще есть где добывать. Прилетают рапторы, уничтожают просто сейчас казарму. Здесь куча пехоты, но она вся сейчас будет отлетать. Здесь есть фаербейс, есть ракетчики. Да и вообще можно с помощью Мстителя, в принципе, передавить. Да и все, залетает ковровка. Залетает ковровка и минус военный завод. Очень насыщенный поединок. Вновь опять хаммеры, в принципе, до филда добрались. Минус один раптор. Но все хаммеры, просто все сейчас уничтожаются. Экономика заканчивается при этом, при всем. Сколько еще так будет Экскал продолжать? Вообще только, ну, одному Экскалу известно. Минус электростанция. Здесь куча пилотов. Куча, при этом, при всем, рейнджеров. Но снайперы. Есть снайперы, которые все это дело уничтожают. Минус еще одна электростанция. Вновь полетела топливная бомба. Что убивать на этот раз? Куча мстителей. Там были рапторы, по идее, должен был все это дело Маракар видеть. Мстители заранее разводит. И минус, просто минус. Она просто не долетает. Экскалу трудно. Очень трудно. Он, я так понимаю, будет пытаться в дом здесь садиться. Пехоту перебивает снайпер. Еще на подходе к базе сейчас. Ну куда? Куда? Я вообще ничего не понимаю вообще, что происходит сейчас. Что делает Экскал? Я бы, наверное, так бы этот реплей бы назвал. Что делает Экскал? Рапторы залетели и выбили командник. Выбили командник, выбили саплай. Вот еще один сап. И просто Экскал сдается. С помощью спектр-ганшипа, по сути, закрывать сейчас. Маракар прилетел. Последнее здание. Все. Экскала уничтожили до талого. Но, тем не менее, Маракар проиграл Экскалу со счетом 2-7. Как ни крути, но чемпион мира по-прежнему в форме. Ну а мы едем дальше. И напоследок, лакомый кусочек. Поединок на карте Imminent Victory. Снизу дает старт Бойко, китайский пехотный генерал Фай. Сверху дает старт Шей, стандартный генерал Китая. Если вы еще не подписались, то поставьте видео на паузу и обязательно подпишитесь на канал. За лайк и комментарий моя безграничная благодарность. Итак, игра проходила в рамках челленджа до 6 побед. Призового фонда, как я понял, для этой игры не предвиделось. Бойко проигрывает со счетом 0-3. Кстати, есть трансляция полного матча на канале у Бойки. Можете с ней ознакомиться. А мы тем временем посмотрим, сможет ли Бойко размочить счет или же Шей укрепит свое преимущество. Итак, друзья, для карты Imminent Victory также заготовлено достаточно большое количество ресурсов. У каждого из бойцов есть по доку. На доке на каждом из саплаев, скажем так, 40 тысяч баксов. Есть ресурсы. В центре есть переработка нефти и также есть вышки. Их на карте, напоминаю, целых 3. Ресурсов много, карта достаточно большая, поэтому поединки на ней смотреть достаточно хорошее такое удовольствие, очень приятно, очень классно. Поехал дозер от Бойки направо. Тут тем временем уже Шей притаился, у него здесь красногвардеец стоит, тут за деревцем прячется. Видимо, хотел стартовать через захват вышек. Ну, тут Бойко с дозером со своим выискался. И я так понимаю, что не удастся Шею так быстро сейчас захватить эту вышку. Но он идет красногвардейцам просто сюда вниз по карте. А дозер возвращается. Нет, просто остался стоять. Тем временем пошли посты вперед. Заминирован, кстати говоря, дом и Хеликс. Вылетает Хеликс сейчас от Шея, минус дракон. Ну и пост, я думаю, что нет, все-таки улетает. Улетает сейчас Шей на своем Хеликсе. У него есть филд, есть военный завод, есть казарма. Но все-таки вскрывается один пост. Пехота вышла заранее, сразу же садится в другой пост. Там есть красногвардейцы, кстати говоря. Но я не думаю, что этих красногвардейцев хватит противостоять такому, скажем так, жирному посту. Ну, наверное, так это назовем. Очень много ракетчиков в нем сидит. Пробивается дом. Тем временем там также сидит красногвардеец. Но все верно. Хотел Шей стартануть через захваты, но Бойко пока не дает этого сделать. Кстати говоря, был минусован дозер, как я понимаю. Ну и тем временем красногвардеец с ракетчиком сейчас будут пробивать Шею дракон. Так, тем временем пост налево.
Вышка пробивается через контрол. Заранее красногвардеец здесь есть. Даже два, те самые. И пробивается сейчас пехота противника. Есть гатлинг, плюс еще и помогает Хеликс. И, соответственно, пост закрывается. Дракон. Стоит дракон. Сейчас от бойки ответный дракон от Шея. И прожигается сейчас ракетчик. Через гатлинг пытается Шей этот дракон закрыть. И вы знаете, я думаю, что все-таки закроет. А тут тем временем Хеликсы работают по пехоте. По пехоте противника. И просто посты, и вся пехота сейчас бойки закрывается. А бойка сейчас с казармы напрягать собирается. Шея. Побежали здесь ракетчики. Красногвардейцы вперед. Так, здесь слева красногвардейцы также от стандартного китайца. Ну и летят хеликсы. Летят хеликсы, всю эту пехоту просто сейчас уничтожать. А тем временем дракон. Какой хороший дракон зашел. И похоже, что сейчас просто будет уничтожен ресурсный центр. Ой-ой-ой-ой, тут еще и гатлинг. Нет, ресурсный пока живет. Гатлинг минус, дракон минус. Справа был дозер потерян. Где дозер номер 2? Вот он стоит. Бункер, причем себе сейчас пехотник поставил. И даже пехоту здесь заказал. Будет прикрывать левый фланг. Справа казарма не под защитой. Ее сейчас просто драконы сожгут. И просто вся пехота, также которая была с этой казармы наспамлена, уничтожается. Ставится второй филд. Летают миги, кстати говоря. В 2 саплая по-прежнему Шей добывает. Военный завод, казарма, все у него есть. Гатлинг слева. Справа посты плюс ИЦМ танк. Отмена дракона. Второй дракон, я думаю, будет потерян. Красногвардеец также. До свидания, его просто сейчас переехали. Тем временем Хеликс залетел. Слушайте, минус саплай. Минус саплай, вышел пост. Куча пехоты. Вот он дозер. Ну и, в принципе, Хеликс ложится. Я думал, что он все-таки больше сделает. Но, к сожалению, нет. Хеликс пал. Гатлинг заходит. Кстати, себе бойко вышку здесь захватил. Так, а здесь тем временем миниганер и ЦМ танк катаются, были потеряны посты, и один только миниганер сейчас бежит, скорее всего, пробивать саплтраки. Гатлинг пытается пробить вышку, но бить он ее один будет очень долго, поэтому этот гатлинг, можно сказать, в никуда. Может быть, было смысл как-то его куда-то под ресурсный подвести, попробовать саплтрак хотя бы забрать, но не вышло. Еще один гатлинг, но с помощью лотоса был заморожен, подъезжает ИЦМ танк плюс пост, и все это дело также будет отлетать. Красногвардеец. Так, тем временем дозер. Залетают миги. Один миг потерян, а там дозер на пути. Неужели добьет дозер сейчас? И все, бойка остается без строителей. И это все, что у него сейчас есть. Красногвардеец закрывается. 2 военных завода, электростанция, саплай, пропаганда и казарма. Все, что сейчас есть у инфантри. Побежал красногвардеец, точнее это у нас миниганер. Миниганер побежал вперед. Там на пути и филды, там на пути саплай. Разворачивается командный центр сейчас. Шей заранее уже ставит свой командник. Боится ответного дозерханта, возможно. Ставит бункер. Неужели собрался сейчас забункериться? Слушай, так и ракетчик бежит. Возможно, будет в дом пытаться садиться. Здесь есть 2 поста, плюс 3 ИЦМ танка. Один ракетчик, я так понимаю, высаживается. Здесь заранее. Минус ракетчик, кстати говоря. И посты просто сейчас отлетают все. Остались только ИЦМ танки. Выучил себе Шей напалм. В 2 филда работает. Практически готов командный центр. А здесь тем временем вот как. Миниганер пришел и пытается забрать один миг, но не удалось, потому что есть саплтрак, который просто этого миниганера сейчас передавливает. Пытается Шей, я так понимаю, еще один бункер поставить, но дозеры стоят на месте, и тем временем подъезжает бойка, начинает здесь пробивать, но залетают миги. Ну просто, ну какой невероятный залп, просто все горит. Вся пачка, которая приехала, вся была уничтожена. Разжигается стена огня, здесь еще и прикрывать ИЦМ танк дракон, и поэтому бункер, естественно, будет потерян. Да, все верно. Пытался еще один дракон здесь заморозить бойко, но не удалось. Здесь тем временем миниганеры пытаются пробить по мигам, но миги взлетели. И просто вся пачка сейчас бойки закрывается. Тем временем вышку себе бойко справа захватил. Гатлинг пытается ее как-то тут отменить, но опять же, это все долго. Еще можно успеть эту вышку как-то отстоять. Тем временем Лотос заморозила пост. И нужно этим лотосом, я думаю, дальше бежать. И еще посты от бойки через центр. Есть 2 завода, есть саплай, есть 2 вышки. В принципе, можно спамить. Можно спамить и пытаться как-то ванильную чайну-то давить. Минус миг. Здесь пехота перестреливается между собой.
Посты отступили, они, скорее всего, вообще сейчас пустые. Есть, кстати говоря, у Бойки пост справа. Ответные посты плюс гатлинг от Шея идут в центр. Здесь ракетчик сидит, будет мешать, естественно. И полетела ковровка. Полетела ковровка, и, по всей видимости, в направлении военного завода летит. Но тут очень много, в принципе, юнитов. Но неужели все-таки добьет военник? Но, наверное, нет. Да, военный завод будет жить, придется добивать через арт-удар. Было бы, конечно, здорово, если бы сейчас ковровка закрыла все-таки этот военный завод. А арт-ударом можно было бы просто прилететь на сапплай. И это подрыв и экономики, и спам, соответственно, будет замедляться. Ну а так, только военный завод еще и пост забрал. Слушайте, только-только пост собрался выходить. И пост вместе с военным заводом просто теряется. Тем временем Бойко пытается наступать, но через миги просто теряет юниты один за другим. Заезжает пост. Пост интересный, кстати говоря. По салпалтраку здесь пробил, но этот пост с другой целью. Он приехал громить филды. Минус сразу же 3 мига. Один ракетчик высаживается, но сгорит. Один пост, до свидания. Еще один миг был потерян. Я думаю, что сейчас еще один убьет. Слушайте, так он все миги убил. Этот пост просто герой. Он все миги сейчас закрыл. Филды пустые. Чем защищаться сейчас от инфантерии, это большой вопрос. Остался здесь ракетчик. Ракетчик с 3 лычками. Пытается филд до конца закрыть. Но есть гатлинг. И все это дело, естественно, будет сейчас контролироваться. Тем временем юниты слева здесь заходят. Есть бункер. Нужно садить туда срочно туда садить ракетчиков. И перехватывается филд вместе, причем еще и с мигом. Ну, бункер, я думаю, сейчас будет вскрыт. Труповоз поможет. Плюс посты, плюс ракетчики. ЕЦМ танк заморозил при этом саппалтрак. Добывать он, естественно, уже не будет. Вскрывается бункер, уничтожается дозер. Пробивается ресурсный центр. Слушайте, неужели Бойко тащит? Неужели Бойко в такой ситуации сейчас тащит? А там дракон справа. А база-то голая, слушайте. А на базе нет ничего. Вот это будет интересно, если этот дракон сейчас всю базу сожжет. Идет пехота вперед. Уничтожаются гатлинги один за другими. ЦМ-танк помогает. И минус миг. И с помощью лотоса, я так понимаю, будет еще один филд отменяться. Тем временем подходит еще один пост. Здесь собственный дракон сейчас сжигает саппалтраки. Слушайте, а. Подъезжает пост, минус дракон, уничтожается ресурсный центр и полетела ковровая бомбардировка. Через ковровку пытается Шей уже обороняться. Вот это Бойко. Тем временем, смотрите, все-таки добрался. Добрался-то дракон, уничтожается последний военный завод. Возможно, еще сейчас электростанция будет потеряна. Да! Минус энергии. Осталось 3 здания у Бойки. Ковровка себя отработала на защите. Вопрос, чем сейчас Шею отбиваться на базе. Хороший дракон, хорошо зашел, но не знаю даже. Юнитов-то Бойки все-таки хватает, но военных заводов больше нет. Нет больше военных заводов, осталась там только казарма. Да, вот казарма, и с нее как раз-таки сейчас спамится пехота. Шей тем временем пытается перестроиться. У него сейчас, смотрите, и бункер, и гатлинги. И пост стоит сейчас, прикрывает это строительство. Но не знаю даже. Пытается здесь как-то еще и лотос подмораживать. Гатлинги. Гатлинг один, я так понимаю, сейчас будет потерян. Да, все верно. И Шей все-таки сдается. Счет становится 1-3. Итоговый счет с челленджа составил 6-4. Победа Бойки. Совершил камбэк, победил. Поздравляем. Ну а на сегодня это все, друзья. Всем спасибо за просмотр. С вами был генерал Алекс. Любите жизнь и живите в радость. До скорого.